сменится другим периодом. Я надеюсь, где-то в каком-то другом месте. Вот у кого-то такой интересный сад с кучей статуэток. Вот, надо дальше подойти показать. Так что да, пока по порядку, а потом я расскажу, поделюсь своим опытом, своим взглядом вообще на то, как все это тайское общество, если его можно так назвать, работает. Интересно, я вот, честно говоря, вообще я настолько профан, что я даже не в курсе, какой длины могут быть видео, которые можно загружать на YouTube и прочее. Но я тупо просто сейчас буду снимать, пока снимается, потом уже разберусь. Что там дальше интересно? Посмотрим. Так вот, я иногда буду перескакивать и потом возвращаться, но в основном будет по хронологии событий все рассказ идти. Жил я в очень прикольном месте, которое называлось House by the Pond. Это что переводится как дом на пруду. И там реально, то есть был просто дом, многоквартирный дом, но такой как бы почти традиционный, но он был деревянный. То есть, конечно, традиционных многоэтажных домов деревянных здесь не было изначально, но как бы в стиле традиционного тайского дома был построен многоэтажный дом, трехэтажный, по-моему, двухэтажный, не помню. И там создавались квартиры довольно недорого, потому что это был все-таки ковид. И дом этот просто находился посреди такого рукотворного небольшого леса с прудом. И там прямо бегали по двору кролики, в пруду водились утки. И это был один из не очень многих домов, вариантов в Бангкоке, где можно было со своими животными. Прикольно. И, короче, там, в общем, жили всякие любители кошечек, собачек, попугаев, потому что в обычные кондики это значит кондоминиумы, то есть квартиры, обычные кондики их просто не пускали, не заселяли. А я не то чтобы я не люблю животных, но у меня их, в принципе, во взрослой жизни никогда не было, потому что я всю жизнь перемещаюсь, и как-то такой образ жизни у меня, что негде мне было бы особо держать. Один раз взял себе щенка добермана, он был настолько сумасшедшим, что я от него через какое-то время избавился. Сумасшедшим в плане, что ему требовалось гигантское количество упражнений, веселья, и мне некогда этим было заниматься. Ладно, неважно, собачек не будем отвлекаться, кошечек. Но суть в том, что да, я жил в этом необычном доме и ездил на работу каждый день. Так, здесь у нас, судя по всему, какой-то бар, кофейня, бар, да, вон тут люди пиво сидят, пьют. Интересно, что за место, надо будет посмотреть. Что я еще не в курсе. Что-то там такое прикольное. Смотрим сейчас по карте, сразу скажу, что это такое. Не знаю, тут видно будет что-то или нет. Вот, если кому-то интересно, это какой-то паранг, кафе и арт-стей. Вот, то есть тут, судя по всему, и, может быть, люди даже и живут какие-то, или какие-то там мероприятия у них проводятся. Все это вообще, короче, это просто центр города сам по себе, исторически он почти полностью такой туристический. Какая-то же прикольное местечко. Опять же, я на всякий случай повторю, что я
могу быть вот в Чангмае, а говорить о своей жизни там 6 лет назад в Бангкоке, просто чтобы вы были в курсе. Вот тут как-то китайский ресторанчик, интересно. Кстати, тоже прикольно выглядит. Мы про китайцев тоже отдельно поговорим, но пока просто вот, чтобы вы были в курсе, сейчас на данный момент, вот в 2026 году, здесь просто происходит наплыв китайцев, причем уже пару лет как минимум происходит, и они просто везде открывают свои рестораны, кафешки, в которых часто вообще вывески только на китайском, то есть не на английском, не на тайском, нет, мы вот в этом были, но бывает, что вообще только на китайском. В общем, и жизнь сильно меняется из-за них, потому что они приносят свою и бизнес-культуру, гастрономическую культуру, вообще все свое, как бы у них все не такие люди. Но Таиланд это не новое, потому что в Таиланде было несколько волн иммиграции китайцев. Про это я тоже потом расскажу когда-нибудь, наверное, поподробнее, когда подготовлюсь чуть-чуть. Скажу только то, что, про Бангкок мы сейчас говорим, то, что Бангкок сам по себе вообще был основан китайцами. Реально. Птичка какая сидит. Уселась, сидит. Куда полетела? Угу. Бангкок вообще, то есть был изначально, сюда приехали китайцы и устроили там плантацию оливковых деревьев, как ни странно. И вроде как даже само название Бангкок, что там значит, типа там, или может быть как-то по-другому тогда назывался, в общем, название было связано с оливковой плантацией. Вот, мы вначале, помните, ушли вдоль какого-то канала, вот сейчас мы вышли на другую сторону этого же канала. Сейчас мы перебежим, потому что старый город, он был как бы крепостью, то есть он был обнесен полностью стеной, насколько я знаю, и вокруг него был вот ров. То есть это вот ров, в принципе, вокруг крепости. Вот здесь вот стены уже нет, но вот там есть какая-то фейковый кусок стены, не настоящий. Скорее всего, здесь была настоящая стена тоже. Вот это, кстати, проехала маршрутка красная только что. Здесь вдоль канала очень прикольно гулять. Чангмай, в принципе, сам по себе он такой, можно сказать, достаточно компактный город, поэтому тут пешком можно много ходить, где хотя это вообще второй по величине город страны. Я вот сейчас не знаю, как, потому что мне хочется рассказывать о том, что было, потому что мне, я не могу просто идти, то есть, мне неинтересно идти и устраивать там какую-то экскурсию по городу, но при этом снимать тоже что-то надо, поэтому снимаю я одно место, говорю о другом, да, как я снимаю это место, я иногда на него, переключаюсь, в общем, каша получается, но как есть, так есть. Интересно слушать, неинтересно, можете вообще звук отключить и просто посмотреть видос, Вот, и вам этого никто не запрещает. Может быть, даже и хорошо, и полезно. Обратно в Бангкок. В общем, Бангкок, который был основан китайцами, заселен тайцами, которые тоже в какой-то степени китайцы, родственники дальние китайцев. И в этом Бангкоке оказываюсь я, который живет в каком-то непонятном доме на берегу пруда с уточками и кроликами, работает в тайской школе, которая в другой провинции, ездит туда на такси с каким-то французом, который преподает математику, причем этот француз работал в World Bank до этого, то есть это как бы чувак, не из бедных, он просто, ему надоело, и он, дауншифтер, ему надоело работать в банке. Он купил себе квартиру на заработанные деньги в Бангкоке и реально переехал и тоже устроился работать в эту же школу, только учителем математики. Для него это, конечно, даунгрейд конкретный был, но он и поэтому есть дауншифтер. И это звучит вообще волшебно на самом деле. И в принципе, покажу, какие тут корни у деревьев невероятные. Они просто часто растут прямо по земле сверху, необычно. Я, кстати, не знаю, что будет, если нажать на кнопку записи, пока запись идет. Следующее видео начнется, наверное, попробую-ка я
это сейчас делать после того, как перелезу через все эти корни. Так, 3-2 раз.